Уважаемые друзья, подписчики, коллеги, спонсоры канала, читатели моей новой книги «Китайская власть». Вот до 20-го съезда Компартии Китая еще больше года. Он состоится в октябре-ноябре 2022 года. На нем будет решаться очень важный вопрос о том, сможет ли Си Цзиньпин пойти на третий срок. Реально ли в Китае установится эпоха Си Цзиньпина, эпоха власти суверенной армейской группы Си Цзиньпина, которая очень антиамерикански настроена на интеграцию в Евразии. Но уже сейчас, хотя еще более года осталось, уже появился так называемый новый преемник Си Цзиньпина. Вся китайская оппозиционная пресса гонконгская заполнилась обсуждением о том, что нынешний 4-й член постоянного комитета Политбюро Ван Ян может заместить Си Цзиньпина на посту преемника, на посту председателя КНР, стать преемником. И это все в корне противоречит тому, к чему Си Цзиньпин шел, может быть, даже начиная с 2013 года. Речь идет о том, что в 2018 году отменили ограничения по срокам для Си Цзиньпина, возможность занимать позицию председателя КНР. К этому Си Цзиньпин шел очень долго, велась очень большая политическая подготовка, в Конституцию изменения были внесены, все ожидают того, что Си Цзиньпин станет председателем в 3-й раз, а возможно и в 4-й, и в 5-й. Но вот здесь появилась такая информация, она абсолютно не безосновательная. Почему? Потому что вместо Си Цзиньпина в Тибет на 70-летие его освобождения, 19 августа вот этого года, полетел Ван Ян. И обычно в Тибет на круглые даты посещают, как минимум, прошлые 2 раза будущие председатели КНР. В 2001 году это был Ху Цзиньтао, в 2011 году сам Си Цзиньпин в статусе заместителя председателя КНР посещал Тибет на 60-летие. Вот в этот раз Тибет посетил Ван Ян. И, конечно, это породило массу таких прогнозов. Это уже сложно назвать слухами. Это реальные политические прогнозы о том, что Ван Ян может стать следующим после Си Цзиньпина. И вот эти все планы на бессрочное правление, на длительную эпоху Си Цзиньпина до 1933 года, они все могут быть похоронены. И, как ни странно, похоронены они будут, для читателей моей книги и телеграм-канала это не странно, похоронены они могут быть представителем комсомольского блока. Ван Ян является одним из лидеров комсомольского блока, проамериканского, бывший глава стратегического американо-китайского диалога, это высший орган консультационный, который регулирует китайско-американские отношения. Почему-то вот эта почетная позиция, теоретически, мы сейчас это будем разбирать, преемника досталась именно Ван Яну. Насколько это реально похоронить планы армейской группировки, заставить Си Цзиньпина отрешиться от своих планов, вообще уйти в небытие, мы сейчас с вами порассуждаем. А пока я хочу сказать, что у нас уже больше 50 тысяч подписчиков. Подписывайтесь, кто не подписался. Ставьте лайки, комментируйте. И подписывайтесь на телеграм-канал, где все эти новости появляются гораздо раньше. И где более полно освещается китайская повестка. Во-первых, перед тем, как говорить о том, что стоит за вот этими операцией преемник, в кавычках назовем, или может быть возможный преемник, надо обратить внимание, что происходило летом, осенью, летом и именно в августе. Мы помним, что Байден дал своей разведке в конце мая задачу выявить происхождение коронавируса. Если переводить на русский язык, поставил ей задачу обозначить, биологическое ли это оружие, дал на это 90 дней, де-факто послал сигнал Си Цзиньпину и либеральному окружению Си Цзиньпина о том, что у них есть 90 дней
перед тем, как США начнет максимальный объем давления оказывать на Китай в связи с тем, что коронавирус может оказаться биологическим оружием. И именно в период, как раз когда этот ультиматум подходил к концу, он подходил к концу где-то в третьей декаде августа, 19 августа, соответственно, обозначили Ван Яна как потенциального преемника. Да? То есть, и после этого последовала реакция буквально через несколько дней американской разведки, которая дала уклончивый ответ на происхождение вируса, сообщила, что требуется дополнительное изучение, да, то есть срок ультиматума был продлен, и попросила участия китайской стороны. То есть кто-то в Китае должен пустить американскую разведку и для расследования дополнительных проблем с утечкой коронавируса. Добавлю, что отчасти китайская сторона, в частности глава Центра предупреждения заболеваний, известный очень моим читателям в Телеграме Гао Фу, человек, который очень долго жил, учился в Соединенных Штатах и не только, он сообщил о том, что его ведомство сообщило о том, что этот вирус мог прийти с упаковки замороженной рыбы. Ну, мы знаем, что в течение всего 2021 года часть властей КНР пыталась объявить Россию именно, и запрет на ввоз рыбы был связан с тем, что коронавирус мог прийти на упаковке рыбной продукции. Ну, а мы знаем, что Россия очень сильно нарастила именно в 2019-2020 году экспорт рыбы. И здесь откровенная была черная метка Си Цзиньпину, что если он будет еще оказывать сопротивление, то нанесут удар не только по нему, но и по российско-китайским отношениям, объявят Россию не просто, ну, для начала хотя бы китайскому населению, заявят о том, что проблема с коронавирусом, вот это весь обвал и ужас, который творился в 2020-2021 годах, это все виновата Россия, а как цель максимум вообще мировому сообществу объявить, что Россия это и есть родина коронавируса. Вот примерно такие события развивались в августе. Кроме того, что 90 дней истекли и появился комсомольский преемник у Си Цзиньпина, второе событие – это резкое окончание вот именно в второй декаде августа вспышки дельта-вируса. Как она быстро началась, так ее быстро подавили. Кроме этой вспышки мы помним, что порты Гуандуна блокировали в мае-июне, да, июле. Об этом есть отдельный ролик. И, соответственно, экономика Китая была доведена до коллапса. Ну, именно поэтому появился мой ролик на этом канале, что к экономике Китая остался месяц. Реально показатели китайской экономики в июле-августе просто падали на дно. Ну, достаточно упомянуть, что железнодорожные перевозки упали вдвое. В августе 2021 года производство автомобилей и так далее. То есть, в принципе, такая ситуация остается и сейчас в китайской экономике. И, судя по всему, часть комсомольских элит была готова пойти до конца на радикальный сценарий, то есть полного коллапса китайской экономики с целью того, чтобы удержаться у власти и снести Си Цзиньпина. Вот, как ни странно, третью декаду августа вспышка пошла на нет, она исчезла сразу, как только появился комсомольский преемник. Ну, соответственно, сам визит непосредственно Ван Яна в Тибет, вот это вот третье событие, которое произошло в августе. Сейчас, в эти дни, как раз находится в Китае представитель по климату Соединенных Штатов, президент США Джон Керри, это бывший глава внешнеполитического ведомства при Обаме, негласный представитель всей демократической партии, в том числе и Обамы, и Байдена. В прошлый раз он был в апреле, перед как раз ультиматумом Байдена в Китае, после этого последовал ультиматум. Сейчас он находится несколько дней в Китае, с высокопоставленными чиновниками встречается, возможно, встречается с Ван Яном, об этом нет официальной информации. Скорее всего, происходит согласование тех позиций, которые будут выдвинуты Демократической партией США, Си Цзиньпину, для того, чтобы найти какой-то компромисс. Да? И, скорее всего, события будут развиваться достаточно быстро. И в сентябре-октябре мы увидим какую-то централизованную позицию Демпартии и Комсомола по преемничеству в отношении Си Цзиньпина. Вот такие методы были использованы, очень мощное давление на Си Цзиньпина. В частности, остановка всей китайской экономики, железнодорожные перевозки упали вдвое, стали давить на экспорт, на крупные порты, на Нинбо, на, значит, порты Гуандуна и так далее. И это все возымело очень мощный эффект. И, конечно, Комсомол готов в дальнейшем
давить на Си Цзиньпина. Но тут важно отметить то, что это не решенный и предрешенный сценарий, потому что мы видим, что Си Цзиньпин наращивает свой культ. Он вводится в китайских школах, соответственно, идеи Си Цзиньпина для обязательного изучения. В Гонконге продолжается вообще демонтироваться полностью оппозиция. И не только там. Китай открывает прямое железнодорожное грузовое сообщение с Бирмой, с Индийским океаном. Очень много фактов говорит о том, что группа Си Цзиньпина продолжает очень мощное свое наступление на Комсомол. И почему именно Ван Ян все-таки поехал в Тибет, ну, это требует дополнительного небольшого такого разъяснения, да. Но очень важно сейчас заострить такой момент на очень важные вещи. В случае реальной смены Си Цзиньпина на комсомольского преемника и установления, ну, де-факто власти демократической партии и в Китае, и в Соединенных Штатах, в России произойдут аналогичные изменения. Об этом посвящена достаточно большая часть моей книги «Китайская власть», где рассматривается, что уход от власти сталинской группы, окончательно ее демонтаж в 1962 году привел к тому, что окончательно утвердился проамериканский Мао Цзэдун в руководстве Китая. В 1969 году, уже через буквально 7 лет после отстранения Пэн Дэхуая от власти, соответственно, ну, о смерти Гаогана она прошла гораздо раньше, но окончательно, соответственно, демонтаж сталинской группы произошел в середине 60-х годов. Сразу последовал советско-китайский конфликт на Даманском. Но это только полбеды, конфликт с Китаем. Дело в том, что внутрипартийная, внутриполитическая ситуация в Советском Союзе, она фактически не давала суверенной группе Брежнева оставаться у власти. И конфликт одновременно с блоком НАТО и Китаем заставил изменить очень сильно внутреннюю политику СССР и фактически изменить свой строй, что закончилось периодом ельцинской демократии, в кавычках, в России. То есть потеря Китая в качестве стратегического союзника, выигрыш Китая в качестве, выигрыш демократической, продемократической оппозиции комсомольской в Китае автоматически для Российской Федерации сегодня означает смену режима в Российской Федерации. К сожалению, у нас в Российской Федерации в связи с очень слабым актуальным китаеведением, которое просто не признает наличие оппозиции в Китае, наличие разных групп, в том числе пророссийское и проамериканское, оно это замалчивает, либо просто профанирует эти исследования. К сожалению, у нас в России это не осознают, но если в Китае власть в 2022 году придет Ван Ян, то в России в 2023-2024 году появится свой либеральный преемник. И Россия будет вынуждена войти в фарватер этих изменений, вплоть до окончания правления Джо Байдена в Соединенных Штатах. Это может быть 24-й, а может быть 28-й год, со всеми вытекающими последствиями. Поэтому я думаю, что российская власть не до конца осознает задачи поддержки военно-политической группы Си Цзиньпина у власти. И что самое неприятное и печальное, не имеет механизмов этой поддержки. Да, мы видим, что действия стратегического характера, они направлены на поддержку Си Цзиньпина, на укрепление российско-китайских отношений, но механизмов у первого лица для поддержки и прямой поддержки Си Цзиньпина не создано. И это очень опасная ситуация, которая грозит изменением внутриполитической ситуации в самой России, пока таких механизмов не появится. К сожалению, их в полной мере нет, их не существует. Но опыт СССР уже мы изучили, мы поняли, что после ухода Китая из советского блока образуется Китайский фронт, давление на внешнюю и внутреннюю политику Российской Федерации. И спустя буквально одно десятилетие после образования такого Китайского фронта, получается, происходит полное перерождение внутриполитической группы в России, которые больше ориентируются на, соответственно, демократическую партию и свойственные этому блоку партий в глобальном разрезе таких группировок, свойственным им ценностям. Это уже происходило, и конвергенция – это результат откола, в том числе Китая от советского блока, потери влияния в Китае. Россия не может одновременно оказывать идеологического и внешнеполитического и оборонного сопротивления двум фронтам – китайскому и условно-натовскому западному фронту. Потеря китайского фронта автоматически означает конвергенцию, новый этап конвергенции в России.
Сможет ли осознать эту проблему окружение первого лица, само первое лицо, и сформировать такие инструменты неформальных связей, инструменты поддержки группы Си Цзиньпина не только методами обычной, скажем так, ведомственной деятельности. Вот это вопрос выживания этой группы в Российской Федерации. Я надеюсь, что эта группа осознает это положение и готова предпринимать шаги. Если не готова, тогда надо готовить либерального преемника по типу Ваньяна. Вот уже как только, значит, новость о Ваньяне появилась, у нас вице-премьер Рогозин начал активно освещать свое прошлое, активность с господином Ваньяном. Ну, Ваньяна знают в России очень хорошо. Я думаю, что не стоит даже говорить о том, какие лица наиболее активно сотрудничают с прекрасным господином Ваньяном, кстати, который получил в 2017 году из рук Дмитрия Медведева, когда тот был премьером, еще на посту, орден дружбы. Соответственно, Медведев не просто его вручил в Москве, он поехал в Китай и привез с собой этот дорогой подарок господину Ваньяну. Это очень о многом говорит, но об этом подробно чуть-чуть позже. Важный момент, который вот уже был в телеграм-канале многократно освещен, и думаю, что его стоит затронуть здесь, что вот эта ситуация, которую я описывал в нескольких роликах, в многочисленных, соответственно, интервью и там, записях на других YouTube-каналах и на телевидении, это то, что ситуация, когда пандемия используется для оказания внутриполитического давления, она не впервые отработана. Она отработана уже в 2002-2005 году, когда комсомол пришел к власти, Ху Цзиньтао получил пост генерального секретаря, это бывший первый секретарь комсомола, во время Тяньаньмэнь и позже, значит, он получил пост генсека, пост председателя, а армейский пост представитель шанхайской группы Дзян Зиминь, это конкурентная комсомолу группа, хоть и глобалистская, но она правоглобалистского толка, а не левоглобалистского, как комсомол, об этом все есть подробно в книге. Так вот, Дзян Зиминь не хотел отдавать этот пост. Была коллизия, противоречие во власти, когда власть раскололась, соответственно. И на следующий же день после избрания генсеком Ху Цзиньтао первый случай заболевания SARS. И SARS все болели в Китае, правда в меньшем масштабе гораздо, пока Дзян Зиминь не отдал свой военный пост Ху Цзиньтао. И как только это произошло, в 2005 году последний пост председатель Центрального военного совета КНР в 2005 году Дзян Зиминь передал Ху Цзиньтао, сразу SARS закончился. Вот так вот болеют, значит, эпидемиями в Китае. Это я многократно описывал уже и на канале, и в видео. Это очень подробно, пошагово, как отстраняли группу Дзян Зиминя и как проходила эпидемия SARS, она описана в моей книге «Китайская власть». Соответственно, этот сценарий просто повторяется. Это просто служит дополнительным доказательством того, что реальная пандемия, хоть она и есть, и хоть коронавирус действительно носит очень разрушительный характер, но почему-то он возникает и, значит, фокусируется в определенных местах, которые связаны именно с определенными политическими группами в Китае. Да? И почему-то он заканчивается сразу же, вирус, как только группы трансфер власти происходит. Подробно об этом есть в «Китайской власти». Сейчас не вижу смысла это все пересказывать с должностями, с главными врачами и с прочими героями, соответственно, вот этой борьбы с SARS, которые, в принципе, действуют по сей день, спустя 18 лет. Ну, а почему вообще на себя эти локдауны обратили внимание в марте, значит, в январе, феврале, марте 2020 года? Ну, потому что за первыми локдаунами стояли конкретные комсомольские лидеры, причем руководители бывшие из хубейской комсомольской группы. Это тоже очень подробно описано в паре роликов, которые есть на этом канале. Пофамильно исключений нет. То есть все, кто первые нажали на условно красную кнопку, начали блокировать города, это все выходцы из комсомольской группы, руководители комсомола. Это второе доказательство того, что эпидемия носит политический характер. Пока у власти находился Трамп, Си Цзиньпин очень активно демонтировал эту комсомольскую группу. Вторая волна чисток фактически в Китае прошла, отстранено порядка 10 вице-губернаторов, многие из них руководили полицией.
им всем шьют коллективное дело о политической связке, политической попытке, политической борьбы, то есть о госперевороте речь не идет, но им шьют политические обвинения, а не просто взяточничество, как обычно. Это все тоже описано в книге, есть даже отдельная статья «Искусство борьбы с демократической оппозицией». Все это прекрасно продолжалось до выборов Байдена. Байдена выбрали максимально. Трамп не поддерживал, соответственно, комсомольцев. Это республиканская группа, она не связана с проамериканским лобби в Китае. У них свое лобби. Но когда Трамп ушел от власти, сразу же произошел определенный регресс во влиянии группы Си Цзиньпина. Первый, кто поменялся, это министр торговли. Соответственно, и сейчас поменялся министр образования, министр торговли, шанхайский комсомолец. Вот книга моя не случайно начинается с хронологии министров торговли с момента основания Китайской Народной Республики, с Мао Цзэдуна, потому что тот, кто становится во главе торговли, как правило, это означает признак следующей приходящей к власти группы. Сейчас у рычагов торговли антироссийский министр Ван Вэньтао, он блокировал на КПП российские фуры, когда руководил провинцией Хэйлунцзян. А сейчас первый, кто организовал, соответственно, досрочную ратификацию альтернативы одному поясу, одного пути, так называемый проект РСЕП, он тоже об этом есть на моем канале. Вот он, шанхайский комсомолец, он проводит, соответственно, проамериканскую линию, да, и, соответственно, в том числе курирует вопросы по запрету рыбы вместе с преемником комсомольским Ху Чуньхуа, о котором тоже я много говорил. Соответственно, это был один из сигналов того, что происходит регресс во влиянии группы Си Цзиньпина. Смена министра торговли – это, как правило, приход будущей группы. Однако, вот этим, в том числе смена министра образования, это был человек из группы Си Цзиньпина, Чэнь Баошен, он поменялся на нового министра, выходца из космической отрасли, носителя почетного ордена французского легиона, то есть человек очень связанного с внешним миром, с космической отраслью, с Францией. Ху Чуньхуа тоже, в принципе, очень курирует диалог с Францией. Вот эти вот два министра – это показатель регресса влияния группы Си Цзиньпина. Ну и очень важный показатель – то, что, значит, губернатор провинции Хубэй, которого отстранили после локдаунов, Дзян Шаолян, он с очень разными группами связан, из группы шанхайской, из группы Ван Цзишаня, он ни в чем не бывало стал одним из заместителей сельскохозяйственного комитета китайского парламента в СНП. Ну, человек пропал на 1,5 года, а потом получил такое комфортное назначение, удобное, а вовсе не арест и срок. То есть это тоже показывает определенный регресс. То есть демократическая оппозиция вместе, условный комсомол, или не условно, на самом деле, а совершенно конкретные лидеры комсомола, они воспряли. И сейчас они идут в контратаку, пользуясь тесной координацией с группой Байдена, который фактически оказывает на Китай торговое давление. Внутри Китая оказывается давление в связи со вспышками ковид и локдаунами целых районов. Ну и, соответственно, оказывает внешнеполитическое давление на Си Цзиньпина, объявляя его, соответственно, разработчиком этого коронавируса. И это объявление пока не снято. Разведка просто взяла американское дополнительное время на изучение этих всех, соответственно, вопросов. То, что еще предшествовало вот этому давлению, это то, что Си Цзиньпин понимает, что ему практически сейчас нет возможности, нет влияния, объема влияния противостоять до конца, полностью смести эту группу, пока Байден находится у власти. Это еще минимум 3 года, это очень длительный срок, соответственно. И, конечно, в самой группе Си Цзиньпина, в самом политбюро, которое достаточно разрозненное, там несколько групп представлено, ведется поиск, соответственно, какого-то компромисса с Соединенными Штатами и с желанием группы Си Цзиньпина все-таки оставить ее в качестве Мао Цзэдуна, такого нового, да, то есть несменяемого лидера. И, конечно, в том числе я в Телеграме это писал, любая политика – это ожесточенная борьба, которая все равно всегда когда-то заканчивается компромиссом, пусть и временным. И вот таким предвестием такого компромисса была такая острая полемика по поводу политики Китая в отношении существования с вирусом. Вот неожиданно те, соответственно, лидеры мнений, которые считали, что должна быть нулевая терпимость к вирусу и всеобщая вакцинация,
они постепенно свое мнение изменили вот как раз к середине августа на то, что почему бы и не сосуществовать с ковидом, то есть прекратить вот эту вот политику сноса Си Цзиньпина через локдауны, через массовое недовольство людей. И, как ни странно, этим в этой роли выступили представители джидианской группы. Джидианская группа – это тоже один из составных частей шанхайского комсомола, и сам Си Цзиньпин выходец из провинции, не выходец, а человек, который руководил несколько лет этой провинцией, частично он является и ставленником, в том числе и этой группы. И вот эта часть группы, она обозначила свое компромиссное отношение к Си Цзиньпину. Соответственно, старая группа, которая сносила Диан Цзиминя, они спустя подняли откуда-то эти пожилые политики появились спустя там 15, 17, 18 лет молчания, начали заявлять о том, что должна быть бескомпромиссная борьба с ковидом, нулевая терпимость к вирусу. Вот это вот уже на этом этапе обозначило, что внутри китайской элиты появились компромиссные либеральные группы, и, в принципе, Си Цзиньпин готов к какому-то компромиссу, но только не было понятно, к какому. И вот здесь вот уже контуры этого возможного исхода, они достаточно четко стали, соответственно, очерчиваться. Почему Ван Ян полетел в итоге в Тибет, будет ли он преемником? Решение о том, что кто-то должен быть преемником, кто-то должен полететь в Тибет, скорее всего, принималось на заседании постоянного комитета Политбюро ЦК Компартии. Это высший политический орган коммунистической партии, именно постоянный комитет состоит из 7 членов. Основной состав Политбюро это 25 человек, здесь 7 человек. Но кто читал книгу подробно, там есть подробный разбор нынешнего Политбюро, оно состоит из таких вот, скажем так, двух больших частей. 3 человека это сам Си Цзиньпин, председатель КНР. Это глава парламента Ли Чжаньшу, который, соответственно, обеспечил изменения в Конституцию. И Чжао Лэцзи, глава партийного контроля, Центрального комитета контроля. Это люди условно Си Цзиньпиновской группы, выходцы или люди, связанные с провинцией Шэньси. Сам Ли Чжаньшу из провинции Хэбэй, но он был мэром Сиань. Такой человек, такой антикомсомолец. Это один из многочисленных лидеров, который, он, будучи на посту руководителя комсомола одной из регионов провинции Хэбэй, соответственно, под Пекином, он во время Тяньаньмэнь потребовал жестких мер в отношении погромщиков. То есть это такой вот штрейхбрехер из комсомола. То есть очень хочет быть святей Папы Римского и, соответственно, организовал все поправки в Конституцию для Си Цзиньпина. Ну и Чжао Лэцзи, глава Центрального комитета контроля, который у нас по недомыслию переводится с английского как Центральный комитет по проверке дисциплины, как будто это какое-то там ведомство, значит, ГТО для, или там, не знаю, что-то связано. В моем голове всегда такое название ассоциируется с какой-то школьной дисциплиной или спортивной дисциплиной, но это прямой перевод с английского названия этого ведомства. Так вот, Чжао Лэцзи, человек, который, соответственно, организует кампании чисток в партийном аппарате. Вот эти 3 члена Политбюро – это блок Си Цзиньпина. Еще 3 члена Политбюро: Ли Кэтян, это человек номер 2, премьер-министр, первый секретарь комсомольской организации. Это, соответственно, Хан Чжэн, это первый заместитель Ли Кэтяна, первый заместитель премьер-министра Китая, шанхайский комсомолец. Это человек второй из группы, соответственно, комсомола. И непосредственно Ван Ян. Это третий руководитель комсомола провинции Аньхой, соответственно, земляк Ли Кэтяна. Вот это 3 человека из группы комсомола. Они противостоят, условно, если уж совсем так грубо описывать картину, вот этим 3 выходцам из провинции Шэньси, группы Си Цзиньпина. И один, это, соответственно, 5-й член Политбюро Ван Хунин. Это человек очень такой интересной судьбы и очень странных назначений. Человек, который связан с шанхайской группой. Я думаю, что это представитель шанхайской группы Диан Цзиминя. И в книге это хорошо очень описано. Он стал и представителем, в том числе, шаньдунской группы. Поменял жену себе на шаньдунку. Вот в период совсем недавно жена у него офицер службы охраны ЦК. То есть под наши деньги ФСО. И выходец из города Циндао. Это человек, который представляет вот эти 2 группы. И в решении того, кто мог полететь в Тибет, явно был баланс. Ну и в конечном счете Ван Хунин, судя по всему, встал на сторону комсомольцев примиренческо, а Си Цзиньпин сильно не препятствовал, об этом позже.
И, соответственно, 4 против 3, и 3 согласились на то, что Ван Ян будет обозначен в качестве преемника для внешних наблюдателей. Будет ли это реально преемником на посту председателя КНР, это непонятно. Но почему Ван Хунин сделал такое решение? Мы вспомним, если вспышку последнюю, самую острую, дельта штамма, она началась в городе Янчжоу, это родной город самого Цзян Цзиминя, лидера шанхайской группы. И этот город был в осаде больше всех остальных городов, он больше всего третировался. И это родина супруги Цзян Цзиминя. Соответственно, там вспышка эта началась. И до последнего, ну и город Нанкин, столица провинции Цзянсу, тоже один из крупнейших центров шанхайского региона, тоже это вот, соответственно, это все началось там, и страдали больше всего шанхайский регион. Шанхай был одним из последних городов, который снял вот эти ограничения по коронавирусу в августе. То есть давление максимально оказывалось именно на шанхайскую группу, на Ван Хунина в том числе, на их решение в том, чтобы все-таки Ван Ян обозначился как преемник, да. И, соответственно, это произошло в итоге. Давайте разберем, кто такой Ван Ян. Кроме того, что он 4-й в иерархии коммунистической партии, это глава Народно-политического консультативного совета КНР. Это такой протопарламент, спящий парламент, ну, можно назвать его парламентом спящих, на нашу терминологию, если перевести. В НПКСК, в этой книге очень подробно написано, его первым руководителем был Мао Цзэдун. Это как раз вот тот условно вынесенный за рамки Конституции парламент, он есть в преамбуле, но у него нет реальных полномочий по Конституции, но он состоит из разных предпринимателей, разных спортсменов, актеров, всяких разных, соответственно, отставных, авторитетных во всех смыслах слова руководителей разных регионов. И Ван Ян является его вот таким вот руководителем этого протопарламента. Почему это протопарламент? До того, как КНР обрело Конституцию, КНР жила по программе, так называемой, да, и программу принимал НПКСК, который существовал как вот протопарламент, и Мао Цзэдун возглавлял этот парламент, да, до того, как реальный парламент, второй был, ну, или первый парламент в СНП не был создан в 1953-1954 году, примерно, если мне не изменяет память. Вот, соответственно, комсомольцы традиционно возглавляют этот протопарламент, который в случае чего делегитимизации правительства, вообще строя государственного в КНР, скажем так, или сбоя в работе в СНП, ну, в случае военного положения, ковида, кстати говоря, да, в СНП не могло собраться, вот это НПКСК берет на себя роль реального парламента и такой ассамблеи, которая представляет общественное мнение. Вот как раз именно там куча спортсменов, куча разных предпринимателей и разных общественных деятелей, которые не допущены в СНП. В СНП в основном руководители коммунистической партии на местах, в армии, финансовом блоке и так далее. Там нету спортсменов и нету никаких левых, нету никаких посторонних людей, не присутствующих в высшем истеблишменте коммунистической партии. Ван Ян его возглавляет, этот парламент спящий, как в свое время Мао Цзэдун, первый руководитель этого органа НПКСК. Соответственно, курирует его деятельность, является членом номером 4 члена постоянного комитета Политбюро. О нем я писал, кстати говоря, в первой своей книге «Некоронованные короли Красного Китая». Достаточно интересная глава, я думаю, что я ее в переиздании, которое будет в ноябре, перенесу, главу дополню ее, расширю его связями с Россией, с российскими руководителями. Кому интересно, можете почитать это в «Некоронованных королях Красного Китая». Это, в принципе, достаточно такая расширенная глава о нем есть. Что он из себя представляет? Ну, то, что, соответственно, орден дружбы с Россией ему подарил Медведев, я уже об этом сказал. Конечно, это один из самых высокопоставленных лидеров комсомольской группы в элите китайской. Человек сопоставимый по влиянию с Ли Кэтяном. Это земляк Ли Кэтяна, премьер-министра. Это земляк предыдущего руководителя КНР Ху Цзиньтао, тоже первый секретарь комсомола, выходец из провинции Аньхой.
Однако у Ван Яна более широкое представительство, есть родственные связи с руководителями такого самого раннего китайского комсомола, в частности, с руководителем комсомольской организации Шанхая еще в период подпольной борьбы, становления китайской социал-демократии. Его дочка замужем за внуком Чжан Айпина, это военный комсомольский руководитель, то есть наиболее такой радикальный представитель террористических отрядов комсомольцев, которые воевали с Гоминьданом в период гражданской войны, соответственно, ну и связанные, соответственно, с шанхайским регионом, да. Это очень сильно помогло карьере Ван Яна. Возможно, это реально сыграло ключевую роль, вот этот союз между Чжан Айпином, его внуком, его кланом и Ван Яном сыграл очень большую роль в возвышении Ван Яна. Очень интересно, что сам Ван Ян – это уроженец северных районов провинции Аньхой, города Суджоу. Не путайте только с дзянсусским столицей, бывшей древней столицей Китая Суджоу, которая находится где-то в 300-400 километрах южнее от этого Суджоу, там другой иероглиф, другой тон. Его жена Ван Яна тоже из этого города, она дочка руководителя этого района в период культурной революции. Сам Ван Ян фактически сразу после вступления в комсомол и начала работы на одном из заводов города Суджоу фактически стал руководителем комсомольской ячейки этого города. Вот с тех пор его комсомольская карьера очень быстро развивалась, но давайте все-таки остановимся немножко на самом городе Суджоу. Очень интересное географическое положение, да. Вообще о роли уездов, как их называют в классической литературе, я их предпочитаю называть районов, мало сказано. Например, вот Худзиньтао и очень много выдающихся деятелей аньхойского комсомола, они происходят всего лишь из одного маленького уезда Цзиси. Это очень много значит. Вот здесь вот из Суджоу и супруга Ван Яна, и он сам является ставленником определенных кругов, руководителей вот этой региональной элиты этого маленького района. Район очень интересный, он находится на севере провинции Аньхой. С одной стороны, он очень близко находится к провинции Шаньдун, к провинции Цзянсу и к родине отца Си Цзиньпина Шанцю, это район провинции Хэбэй. То есть этот район, он такое перекрестие нескольких провинций одновременно. И вот этот вот пункт биографии, он очень роднит Ван Яна с биографией Чжоу Энлая, премьер-министра при Мао Цзэдуне, тоже бессменного, тоже очень сильно проамериканского. Собственно, с него и начались восстановления контактов с Соединенными Штатами. У него была очень запутанная география при рождении. У него были родственники в Цзянсу и в Чжэцзяне. И он каким-то образом сочетал в себе сразу несколько региональных элит. И этим был очень силен. Я думаю, что с Ван Яном примерно такая же история. И вот это вот положение Суджоу тоже будет играть какую-то роль в его судьбе. И мы позже вернемся, чем он еще похож на Чжоу Энлая, на бессменного человека номер 2 при Мао Цзэдуне. Очень важно, что карьера началась с руководителя сразу же, как только он вступил в комсомол, он сразу возглавил комсомольскую ячейку на заводе. Позже, практически 10 лет, он возглавлял разные комсомольские организации провинции Аньхой. Соответственно, к моменту Тяньаньмэнь непосредственно уже был заместителем секретаря комсомольской организации провинции Аньхой, то есть фактически был ставленником комсомольских аньхойских элит, когда Худзиньтао активно двигался к власти, уже начал занимать позицию фактически официального преемника. Ван Ян находился в его географической базе, руководил фактически ей, руководил спортом в 1984-1988 году. Однако влияния политического Ван Яна не хватало, чтобы перейти в центр. И в его судьбе очень много играли такие транзитные периоды. Вот когда происходил транзит от Дзян Зэминя, от шанхайской группы к комсомольцам в конце 90-х, начало 2000-х, Ван Ян резко уходит в центр, соответственно, становится замглавы китайского госплана, комитета по развитию реформ, так сейчас называется. То есть это ведомство, которое традиционно контролировали шанхайцы. То есть видимо, что вот эта связка с шанхайскими комсомольцами сыграла в его жизни определенную роль.
Ну и, соответственно, он возглавляет этот комитет по развитию реформ до 2003 года, пока Дзян Зимин не уходит от власти. И, соответственно, уже после прихода Ху Цзиньтао окончательно к власти он возглавляет Чун Цин. Чун Цин это тоже место, в котором очень сильно шанхайское лобби, джидзянское лобби. В свое время и сам Чжоу Энлай очень тесно был связан с Чун Цином, с Сычуанем в каком-то смысле, и его, значит, супруга Дэн Ичао тоже была, соответственно, выходцем из этих районов. Чун Цин, после того, как Чун Цин возглавляет успешно достаточно Ван Ян, перемещается в Гуандун. И вот очень интересный момент биографии Ван Яна, что Ван Яна считают умеренным представителем либеральных кругов. То есть это не оголтелый сторонник левацких взглядов, как был Бо Силай, это сторонник умеренного, скажем, прагматичного отношения с Соединенными Штатами, реформистского такого крыла, не радикального. Это очень важно в том, чтобы сам Си Цзиньпин дал зеленый свет каким-то политическим изменениям в отношении Ван Яна. И в период правления руководства Гуандуна Ван Ян, он появилось даже такое название, как гуандунская модель. Это модель роста и обогащения всех вокруг, такой китайский Бухарин. Она была противопоставлена модели справедливого разделения, который практиковал такими достаточно жесткими методами в отношении бизнеса города Чунцина, его такой вот крайне левый политик Бо Силай. То есть вот Ван Ян, модель его гуандунская, она была в политическом истеблишменте противопоставлена чунцинской модели Бо Силай. То есть это точно не левак. И леваки очень сильно против возвышения Ван Яна в Китае, которые хотят все отобрать, всех поделить, соответственно, и они уже высказали свою позицию, об этом чуть позже. Что играет в пользу Ван Яна в качестве, скажем так, человека номер один, либо человека номер два в партийном раскладе. Во-первых, он абсолютно дистанцировался от ковид-экстремизма. Человек, который не имеет отношения к ковид-кампании, не имеет отношения к локдаунам, фактически он не был заметен вообще в этом процессе, соответственно, держался в стороне, хоть один раз и встречался с Ху Чуньхуа. То есть это не представители радикальных групп, которые как раз направлены на снос Си Цзиньпина. Это вот его очень хорошо характеризует. Во-вторых, Ван Ян, при том, что он выходец из Аньхоя и выходец из комсомольских структур, он не возглавлял комсомольскую организацию. За ним не стоит такое мощное комсомольское лобби, как стоит за Ху Цзиньтао, за Ли Кэцяном, Ху Чуньхуа или главой суда Чжоу Цяном, выходцем из провинции Хубэй. Это нейтральная в целом, хоть и связанная с комсомолом фигура, это тоже играет в плюс для того, чтобы Си Цзиньпин согласился с его политическим ростом. И, соответственно, можно сделать вывод, что Ван Ян не является, возможно, преемником, а является фигурой, которая может занять пост премьер-министра страны после 2022 года. Соответственно, в 2023 году Ван Ян может занять этот пост. Пока что траектория такая, что это может произойти. Но зачем Си Цзиньпину проводить такое изменение? Ну, то, что компромиссный вариант и давление на США невозможно преодолеть, это уже было сказано. Но позволяя Ван Яну уже сейчас, больше чем за год, проявить себя как преемника или человека номер два, лидера либерального блока, достигается эффект разрушения комсомольского лагеря. Дело в том, что на позицию Си Цзиньпина метит не только хубэйц Ху Чуньхуа, которого назвали комсомольцем своим преемником, радикальный, фактически теневой лидер всех локдаунов и попытки радикального сноса и обострения внутриполитической ситуации лидеров, которые против Си Цзиньпина. Фактически его преемничество заменяется преемничеством Ван Яна. Ван Ян, кстати говоря, не упомянул, всего лишь на 2-3 года старше Си Цзиньпина. То есть он не может, скажем так, как и Чжоу Энлай, также одновременно, судя по всему, уйдет вместе с Си Цзиньпином, если реально станет вечным премьером. То есть таким, соответственно, аналогом российского премьер-министра Мишустина. Да? Соответственно, он может долго очень находиться у власти и уйдет вместе с, хотел сказать, Мао Цзэдуном,
сам себя поправил, с Си Цзиньпином. Второй момент. На пост премьера претендует, премьером хочет оставаться и Ли Кэтян, и на пост первого лица Ли Кэтян одногодка Ван Яна, то есть конфликт между Ли Кэтяном и Ван Яном возрастает после того, как Ван Яна обозначили преемником. На пост премьера претендует Хань Чжэн, то есть по политической традиции, как правило, последний член Политбюро, он, как правило, становится человеком номер 2 в следующем составе Политбюро. Вот Хань Чжэн вполне мог претендовать как первый заместитель премьер-министра Ли Кэтяна, он мог претендовать на позицию премьера после Ли Кэтяна. Но вот если Ван Ян будет, соответственно, премьером, у Хань Чжэна тоже шансы ослабляются. То есть, кроме этого, существует, кроме недовольного Ху Чуньхуа, недовольного Ли Кэтяна, недовольного Хань Чжэна, существует еще и такая мощная фигура, как глава горкома Шанхая, господин Ли Цян, тоже шанхайский комсомолец, который руководил всеми вот этими крупными провинциями Шанхайского региона. Это очень редкое в политической современной истории Китая явление, это очень мощное выдвижение шанхайского комсомола. Он тоже в пролете, извиняюсь за такое выражение. И вот если эта комбинация реализуется, то все вот эти комсомольские лидеры становятся крайне мощными антагонистами Ван Яна. И даже существует такой сценарий, что они просто его сожрут еще до 2022 года, потому что если уже сейчас обстановка настолько накалена, осталось больше года до этого 20-го съезда, то что будет через полгода или через 9 месяцев, вообще трудно представить. Наверное, может случаться какие-то внутриполитические или внешнеполитические катастрофы. Я не исключаю такого накала, потому что за год, если преемника уже назначают, то что будет дальше, одному богу известно. То есть, таким образом, Си Цзиньпин, скажем так, потворствуя вот такому формальному преемничеству, конечно, очень сильно нарушает стабильность вот в этом большом кагале преемников, и, возможно, между ними обостряется внутренняя борьба, они начнут уничтожать друг друга. Но этим, в принципе, занимался и Мао Цзэдун, и любой крупный руководитель этим занимается, почему бы этим не заняться Си Цзиньпину. Кроме того, существует и другой вариант, очень важный, который был при Мао Цзэдуне. После того, как партия, внутриполитические враги Мао Цзэдуна отстранили его с поста председателя КНР в 1959 году, он остался председателем Центрального комитета Компартии и главой военного совета. Ситуация, когда из 3 постов Си Цзиньпин может унаследовать, например, 2, остаться председателем КНР и остаться главой Центрального военного совета, а, например, пост генерального секретаря, то есть это зеркальная обратная ситуация от Мао Цзэдуна, она тоже реальна. То есть кто-то может из комсомольцев занять пост генерального секретаря в партии, соответственно, а Си Цзиньпин останется по Конституции на 3-й срок и будет управлять Центральным военным советом, то есть оставит у себя в руках военную власть. Ну, а власть партии, она не такая большая, если она не сопрягается с властью, соответственно, исполнительной властью председателя КНР и, соответственно, военной властью. При этом непонятна до конца комбинация руководителей парламента и так далее, потому что Ли Чжэньши уходит. Об этом во всем есть очень подробно в книге. Конечно, фигура Ван Яна крайне необычная, это какой-то такой уникальный ход. Никто не прогнозировал Ван Яна в качестве будущего руководителя Китая. Это было сложно сделать, потому что он до конца остался в тени и во время конституционной кампании, и во время ковида и так далее. Но, возможно, это и есть залог его успеха. Да и внешне, в общем-то, Ван Ян очень похож на такого как будто бы тихого и спокойного премьер-министра Чжоу Энлая, который сидел все 20 лет вместе с Мао Цзэдуном на посту номер 2 и был фактически проамериканским, прозападным и обеспечивал в конечном счете поворот Китая на Запад в начале 70-х годов. Ван Ян, возможно, проецируется эта позиция Чжоу Энлая, его в этом внутриполитическом раскладе. Понятно, что при радикальном сценарии, как я уже говорил, ухода Си Цзиньпина от власти, в России неминуемо с лагом в 1-2 года происходят изменения. Тоже такого же характера, однако не вечное, потому что это связано с руководством Демократической партии США. Там тоже есть противники этого руководства, и не только в США.
Но если будет реализован компромиссный вариант, то в России тоже автоматически будет реализован компромиссный вариант, когда первое лицо меняет свою позицию, оставляет за собой рычаги влияния, а номинально позицию первого лица занимает представитель западных элит. Это правило, которое автоматически сработает в России, потому что оно работало в отношении Советского Союза. Спасибо большое. Подписывайтесь на канал. Кто не подписался, рассказывайте своим друзьям в социальных сетях, в ВКонтакте, в Фейсбуке, где вы часто находитесь. Подписывайтесь на Телеграм, ставьте лайки, комментируйте, что ждет Россию после изменения в Китае, внутренней политике. Пойдет ли Си Цзиньпин на радикальные шаги по типу начала военной кампании на Тайване или в Афганистане, тоже пишите свои комментарии. Подписывайтесь на канал. И кто не успел купить книгу, она сейчас закончилась, второй тираж, третий будет переиздание. Можете спокойно покупать по предзаказу. Как только она появится в ноябре, свежая, новая, она будет вам доставлена. Хороший подарок на Новый год. Всем студентам, не только на учебный год подарок очень хороший. Ну а кому, соответственно, не терпится почитать книгу, то постоянно обновляемая версия электронная существует. Тоже все есть в описании по ссылке. Спасибо большое.